Народ, всем привет! Сегодня у нас будет очень классное видео про оживление Q7, но совсем не той Q7, которую вы ждете, но это та же тачка, которая участвовала у нас в обзоре и которая внезапно умерла. Это реально прям удивительное событие. То есть у нас на канале есть две Q7 их было. Одна была в обзоре, одна была мертвая, которая собрала гигантское количество просмотров и кучу комментариев. Ой, да вы там малолетки, ничего не шарите. Ладно, мы сейчас говорим не про нее. У нас сегодня более актуальная Q7, а именно дизельная. Вы не ослышались, умерла именно дизельная Q7, которую я так сильно расхваливал в обзоре, которая реально очень надежная. И, в принципе, у нее нет проблем. И как же она умерла? Что же с ней могло случиться? Это просто удивительно. Я хотел бы прояснить один момент. Сори за то, что у нас давно не выходили видосы. И это связано именно с этой дизельной Q7. Вот именно с той историей, которую вы сейчас услышите. Потому что она отняла у нас очень много времени. И как бы про нее нельзя не рассказать. И поэтому мы не могли заниматься другим видео. И поэтому мы сейчас просели. И это видео выходит спустя уже огромное количество времени с предыдущего. Чтобы вы понимали, как она стала мертвецом, это просто жуть. Леша, владелец, после видео, где я сказал, какая же машина может быть без круиз-контроля, решил его все-таки установить. И поэтому вот сейчас мы приехали сюда и видим вот такую вот картину, что здесь полмашины разобрано. Так вот, самое главное не это. Что сложного, в принципе, установить круиз-контроль? На эти Q7 их ставили миллион раз, в интернете 1000 отчетов по этому поводу. И все бы нормально, но почему-то он его установил, и машина просто перестала заводиться. Так, ну ключ она видит уже хорошо, разблокировала руль, все в порядке, и торс. Что? Все, не заводится. Че? Что? Как это работает, блин? Если вы не знаете, то на Audi V8 4.2 дизель на моторе BTR стоит два блока управления двигателя, которые работают синхронно. Один отвечает за одну половину двигателя, ну и, грубо говоря, там за топливоподачу, сигнал, сдачу положения коленвала, распределяла и так далее, а другой за другие 4 форсунки. Он слейв, он ведомый. И все было бы хорошо. Леша сделал по инструкции, перекодировал блок подрулевых переключателей, блок руля 16 и перекодировал блок двигателя. После этого попытался завести машину, и она перестала заводиться. Вообще какая-то странная ситуация. Второй раз снимаем Q7, и второй раз идет дождь. Прям жуткий дождь сейчас, похоже, начнется, потому что тучи набежали космические какие-то. Блин, здесь, смотри, что на фильтре столько всякого говна. Нет ли проблемы вообще не с этим не связанной? Холодно как. Как продувает. Ладно. Вот не покупайте Audi где-нибудь на крайнем севере. А то вот так вот. Ладно, у нас здесь прохладно еще, но жить можно. А сейчас, представляете, вот решил ты установить круиз-контроль где-нибудь в лесу, в Сибири, там, я не знаю, где-нибудь вдалеке от цивилизации. Бах, и все, и замерз нафиг. Просто потому, что машина не заводится. Так. Я тоже подумал, сейчас там будет написано: какой-то дебил засунул сюда копыта, пожалуйста, перепрограммируйте блок, и все будет хорошо. Но, к сожалению, нет. Леша, я не про тебя, конечно же, когда я говорю, что дебил, это не про Лешу. Это Леша очень классный парень, он прям вообще молодец. Если у вас есть лишняя Q7, зовите Лешу, он поможет вам ее уничтожить. Я на эту машину похоронил кучу времени. И самое главное, была проблема такая. То есть я приезжаю, все очевидно. Автомобиль работал нормально, перекодировали блоки, перестал работать. Ну, как бы понятно, где искать. Надо искать проблемы в кодировках. С этого я и начал. И первый день, весь день я занимался тем, что перекодировал блоки постоянно. Я сначала прописал 11463, это кодировка активации круиз-контроля в блоке. Я попробовал активировать в обоих блоках. Все, ошибок нет, все в порядке, машина не заводится. Попробовал прописать код отмены 16167, это код отмены круиз-контроля, также в обоих блоках. И под рулем перешил ее на отсутствие круиз-контроля. Никакой реакции. Попробовал прописать адаптивный круиз-контроль. Все равно ничего не получилось. То есть, по факту, мы получаем ситуацию с тем, что у нас вроде бы абсолютно исправный рабочий автомобиль не заводится. Ауди, пупсичек. Вот только недавно мы с тобой так классно проводили время. Ездили. Обзорчик снимали. Тачка-то крутая. Говорил я Леше, продай ее. Мне. Но Леша сказал, нет, я ее сам убью. Мне в голову начало закрадываться сомнение, а может быть мы вообще не там лазим?
может быть, действительно совпало так, что автомобиль просто, вышел из строя какой-то элемент его. Мне надо было исключить возможность какого-то выхода из строя датчика или исполнительного механизма. Сделаем мы простейшую операцию, а именно попробуем исполнительный механизм через блок двигателя запустить подкачивающий насос и послушать, будет ли он срабатывать. Fuel Jump Relay, вот он, J17. Да, есть, насос сработал. Посмотрим, создается ли давление солярки. Понятно. Давление не появляется. Так. Лёш, а почему у тебя на топливном фильтре куча солярки сверху? Это ты проверял, не хватанула ли она воздуха? Так. И что, не хватануло? Блин, Лёш, не бывает чудес, понимаешь? Да потому что ты, может, кодировку наворотил какую-нибудь в блоке. Может, ты ему сейчас ему вообще рассинхронизировал блоки, например, или что-нибудь в этом роде. Я хрен его знает. Итак, я вижу перед собой автомобиль. У меня вся электроника, все отвечает, все замечательно. У меня нет в блоках ошибок, нет рассинхрона. Каждая кодировка правильная, все в порядке, ничего не предвещает беды. Но она не заводится. Она не заводится почему? Потому что в топливной рампе, топливная рампа, это Common Rail дизель, не создается давление. Вообще не создается никак. Кстати, давно хотел перед вами повыпендриваться. Меня тут подогрели наборчиком модным. Так что величина моего полового органа резко увеличилась. С увеличением количества инструментов. Что это за говно? Смотри, какие ключи. Самое главное, что здесь самый важный инструмент в мире есть. Называется он молоток. Можно поздороваться? Да. У нас нет давления в системе, в рампе, да. Нет давления высокого. Она же сюда приехала сама. И я про это говорю. Это тоже приехала сама. По-моему, все, где участвует Алексей, приезжает само и уехать не может, блин. Нет. Логично предположить, что оно не может не создаваться по двум-трем причинам. Первое, это у нас осталась в открытом положении какая-то из форсунок. Второе, это у нас сдох регулятор давления, а регулятор давления работает в обратном принципе. То есть он постоянно открыт, и когда на него подается питание, он закрывается. Это сделано для того, чтобы в случае выхода из строя или повреждения какой-то проводки ТНВД не передавил рампу. Потому что если регулятор давления не будет стравливать часть солярки в обратку, то ТНВД будет давить до упора, и в какой-то момент может что-то рвануть. Так вот, изначально я начал с того, что проверил ТНВД на подачу. Ой, стой. Отлично. У меня палец с манометром сразу, я оценил там примерно 300 бар. То есть как бензин по запаху, так? Да. А что, кстати, по поводу бензина по запаху? Вот реально, вот этот момент меня прям аж... Ладно, то, что вы меня называете там, школьником, там, идиотом и так далее, это хрен с ним. По-моему, любой человек, который родом из детства и который в детстве катался на мотоциклах, например, точно различит. 76-й, 93-й, тогда еще 92-го и 80-го не было. Был 76-й, 93-й, 95-й. Вообще по-разному пахнут. Вообще ничего общего в них нет. И на мотоцикле, когда ты катаешься всю жизнь до 76-м, а тут бац, тебе удается где-то урвать несколько литров 92-го, да это за счастье просто. Этот запах снится ночами. Вообще, мне в этом деле очень сильно помог бы осциллограф, потому что осциллограф замечательный прибор, который мне показал бы, как блок управления двигателем управляет регулятором. То есть я могу посмотреть, какую скважность и какой сигнал дает блок на регулятор, но, к сожалению, у меня не было осциллографа. Да и, в принципе, я вот сейчас понимаю, что даже если у меня осциллограф и был бы, я бы увидел, что там 0. То есть блок управления двигателем не управляет регулятором. И каким же образом я проверил регулятор? Никаким. Я его, в принципе, не мог проверить, но это единственное, что логично не давало создаваться давлению. Почему? Если хоть одна форсунка, например, одна форсунка зависла бы в открытом положении, легко понять, что будет. Во-первых, из выхлопа будет вонять соляркой. Правильно? Ведь она травит его в цилиндры. И второе. Даже, вот я встречался с такими ситуациями, даже если форсунка остается постоянно открытой, если долго крутить, то со временем давление начинает подскакивать. Почему? Потому что пропускная способность одной форсунки меньше, чем производительность ТНВД. То есть ТНВД в любом случае дает с избытком
количество именно солярки, чем форсунка может пропустить через себя. Соответственно, по двум параметрам, а именно по отсутствию запаха солярки из выхлопа и по тому, что давление ТНВД все-таки создает, я проверил, я сделал вывод, что давление все уходит в обратку. То есть он скидывает его именно регулятор. И машина им не управляет. При этом самым логичным было бы проверить саму цепь. Что я и сделал, я просто скинул разъем с регулятора, и у меня сразу вылезла ошибка. Я понимаю, что блок управления отслеживает эту систему. Итак, 2 дня я занимался тем с этой Audi, что танцевал вокруг нее с бубном, пытаясь понять, что проблема не физическая, она не присутствует здесь. Я пробовал перекодировать по-разному блоки, снимал даже датчик давления, потому что когда мы снимаем датчик давления, автомобиль не может отслеживать давление в топливной рампе, и чтобы не передавить, он переходит в стандартный режим. Я точно не знаю этого аварийного режима, к сожалению, но я представляю себе, что он должен быть примерно скоростью 30-40%, и, соответственно, таким образом он регулирует минимально достаточное давление для того, чтобы автомобиль работал, для того, чтобы вы могли доехать до сервиса. Шанс, что она заведется, конечно, 0, но мы обязаны были это проверить. Ошибка есть, но он говорит, она должна завестись по-любому. Но не по-любому. Вот в любой ситуации, кроме нашего случая, она должна завестись. Блин, была одна мертвая Audi, стало 2 мертвых Audi. Как это работает вообще? Блин, Леш, тебе, я точно говорю, после вот этих видосов тебе запретят покупать Audi на законодательном уровне. Я пробовал скидывать клеммы с аккумулятора. Для чего? Когда я, например, делал перекодировку, возвращал все в сток, то есть перекодировал его на отмену круиз-контроля, возвращал все в заданные величины, скидывал клемму, надеясь на то, что блок обесточенный, скажем так, одуплится, и потом при появлении питания, так скажем, выйдет в рабочий режим. Но этого не происходило. У меня есть идея. Так как у нас все намекает на то, что все-таки дело в блоках управления, а именно они встали в ступор, или один из них хотя бы, можно попробовать создать ему стрессовую, так сказать, ситуацию. Одна из них – это попробовать поснимать все датчики и разъемы, до каких только руки дотянутся, чтобы понавылезало как можно больше ошибок. Причем я сбрасывать буду на живую. Не вырубая зажигание. Вихревые заслонки нафиг. Регулятор давления само собой нафиг. Датчик температуры топлива нафиг. Прикинь, блоки сейчас такие, ё-моё! Такие, блин, дроссель пропал, что делать? О, форсунка отвалилась, елки. ЕГР, клапан, ты куда? Такие, елки. Моталки. Так, теперь мы подключим только форсы. Так, раз. Дальше регулятор давления. Что это такое? Ой, это она им щелкать начала? Да ладно. Прикинь. А с чего бы? Зажигание выключено. Прикинь, она стоит и щелкает. Очень хорошо. Очень хорошо. Так, температуру топлива пускай. ТНВД-душный регулятор тоже сюда. Че это ей вздумалось им щелкать? А меня это радует. Ошибок, по-моему, больше, чем в принципе в природе существует. Давляк так и не создается. Но щелкает исправно. Так, окей. Смотри, у нас есть подача.
Слушай, а может быть, все-таки, если он сейчас щелкает регулятором, ой, какая большая вероятность, что все-таки, возможно, из-за кодировки Леша крутил слишком долго с разными кодировками, и, возможно, каким-то образом блок управления спалил регулятор давления. Вот тогда да. Короче, все плохо. Все очень плохо. По нескольким причинам. Вообще сейчас за кадром остались моменты, когда я разговаривал с Димой. Я позвонил Диме, Диме с ВАК, который чуть не филинговал мне лимонку, Шкоду перепрошивал. Вот, и говорю, ты сможешь перепрошить мне эту Ауди? Он говорит, да, без проблем, что там, Q7 дизельная, вообще не вопрос. Присылай мне ВИН-код и пришли мне номер блока. Ну, то есть ему нужен был номер версии блока. Я не помню полностью цифр номера блока, но я помню последние цифры, а именно 409C. Так вот, самое интересное началось именно в тот момент, когда мы с Димой начали искать эту прошивку. Оказалось, что на моторы БТР есть прошивка, по-моему, 409D, он мне говорил, и просто 409. А 409C нету. То есть есть свободные серваки, их полно. Вы можете скачать прошивку полную, и после этого с помощью того же Кеса или КТАГа вы можете перепрошить блок управления. Все, это не проблема. Но если у вас нет прошивки, более того, мы попытались, в какой-то момент я думаю, а может быть не перепрошивать, а просто попытаться найти человека, который продает такой блок. И каково же было удивление, когда ты забиваешь этот код блока управления. Таких блоков нет в продаже, вообще нет нигде. Нашли всего один в Польше, разобранный на запчасти. А в наличии где-то купить их, в принципе, нету. Все. Я, как вы помните, в обзоре говорил, что это Audi в очень редкой комплектации. Таких машин всего 100 штук. 100 на весь мир. Не только на Россию, на весь мир. Мы не знаем, сколько из них в России. У нас сначала начали посещать мысли, а может быть мы попробуем зашить в нее прошивку 409D или, например, просто 409. Но всегда есть шанс того, что блок просто умрет. Просто, например, вот во время прошивки в какой-то момент он, там, не знаю, на полпути выдаст ошибку во время заливки ПО, и все, и превратится в кусок металла и пластмассы. Слушайте, у меня такой момент. Может быть, Леше вообще нельзя доверять никакие автомобили, а? То есть вообще никаких хорьхов Леше доверять нельзя. Что-то он как-то убийца Ауди. И у нас плохая статистика. У нас 2 Audi Q7 на канале, 2 мертвеца, и оба не оживлены. Я прям вообще, я офигеваю. То есть, неужели это Audi теперь просто... Кстати, я говорил вам, что Audi жрут 200-400 тысяч в год. И мне там, я смотрю, в комментах кто-то писал, ой, нет, да куда она столько жрет, в нее столько не поместится. Поверьте, поместится. Вот сейчас просто банально этой ситуации, возможно, человек попал просто 100 на блок, на другой, а может на 200, если 2 блока надо менять. То есть, вот они, 200 тысяч сожрала машина на ровном месте. Пара-барабам. Как еще по-другому сказать? Все, я не знаю, короче. Блин. Причем, что я могу сделать вот сейчас? Я еще не понимаю, что я могу сделать. Причем еще важная ремарка. На этот автомобиль не выходило новых версий софта. То есть даже если приехать не на ней к дилеру и сказать, обновите мне ПО в блоках, они не смогут, у них нет нового ПО. То есть одна версия, вот эта, которая была, она ставилась вот на этот блок, вот на эту вариацию, и все, и больше нет других вариантов. Ладно, все. Это конец. Но мы всегда можем переделать это Audi на бензинку. Да, важный момент сразу. Для тех, кто, может быть, сейчас думает такой, я-то знаю, в чем дело, все просто, там блокировка тупит. Нет. Автомобиль все это время до Леши был в одних руках. И владелец Лешин хороший товарищ. Никогда на этом автомобиле не стояло никаких блокировок. Вообще никаких. Соответственно, мы этот момент сразу исключаем. Далее. Для особо экспертных я проверил все предохранители, чтобы вы понимали. Все предохранители я проверил, которые только можно. У Audi куча блоков управления, точнее, куча блоков предохранителей монтажных. Один только под капотом, один снизу здесь, слева и справа на торпеде. Все я проверил, все, что можно было. И даже на аккумуляторе есть предохранители, я их тоже проверил, все в порядке. В общем, мы долго сомневались, что же делать. И все-таки решили ввести ее к Диме. Попробовать сначала перепрошить просто флеш. Ну что, грузим на эвакуатор и везем на перепрошивку. 3-й день в обнимку с Audi.
Еще появился Слава тут. Да, та самая, которая была в обзоре. Тут не железо, а фольга. На чип-тюнинг. Не к тебе? И, блин, владелец решил проставить круиз-контроль. Перекодировал блок, она перестала заводиться. Все. Закинули на эвакуатор, привезли к Диме, он перепрошил флеш. Причем, кстати, самое интересное, что второй блок, второй именно слейв, там есть мастер и слейв, то есть 0,1 и 11 блок. А второй блок очень долго не хотел принимать в себя прошивку флеш. Но после нескольких танцев с бубнами мы все-таки ее зашили, и второй блок тоже принял ее. Но это никак не помогло. То есть автомобиль как не заводился, так и не заводился. Есть у нас две памяти, как вы знаете, в блоках управления флеш и EEPROM. Во флеше хранятся все топливные карты, то есть вся работа блока управления двигателем, то есть как и когда ему надо куда прыскать и каким датчиком управлять. А в EEPROM информация о том, какой ВИН-код у блока управления, код иммобилайзера, то есть совместимость с иммобилайзером именно в EEPROM прописывается и так далее, кодировка и все остальное в EEPROM. И вот здесь очень помог один такой хитрый способ. Как вы знаете, любой софт, любое программное обеспечение под автомобиль разрабатывается компанией VAG. Не обязательно ей лично, может быть, там какая-нибудь фирма Magneti Marelli или Continental, или Bosch, или Delphi, или Denso, да все что угодно. Разрабатывает по заказу. И софт ПО принадлежит компании VAG. И, в принципе, все, что вы видите на просторах интернета, это пиратский софт, потому что компания VAG, в принципе, не торгует своим софтом. Это ей не надо. Это просто кто-то где-то скачал, как-то надыбал и выложил в сеть. А так как огромное количество людей этим занимается, и автомобилей очень много, то практически все прошивки есть в интернете. Но, когда мы говорим про версию 409C, про версию Audi Belstaff, там 100 автомобилей, то оказывается, что таких прошивок нет в свободном доступе. В принципе, нету. Их взять-то негде, потому что с этими машинами никто особо-то и не сталкивался. То есть, когда ты забиваешь вообще этот номер, ничего не вылезает. То есть, как бы нету ни блоков управления, ни софта такого, ничего нет. Вот в этом была самая большая загвоздка. Она надо перепрошить полностью. У нас есть проблема, у нас нет ПО, 409C такого, а другое зашивать-то мы боимся, потому что если мы зашьем сейчас ей другое ПО, может такое, что мы блоки просто выкинем. А пока они хоть живы, убивать их нет смысла и нет желания никакого. Спасибо большое Диме, потому что он нашел человека какого-то где-то на дилере. Это не совсем легально, но я, обязан про это рассказать. Он нашел человека на дилере, который за определенную мзду, кстати, довольно дорогую, я вам скажу, создал запрос из ФГР, ему прислали эту прошивку, и он нам ее переслал. Таким образом, мы получили полное ПО, полное на этот блок управления, на каждый из них, потому что оно в них зеркальное, одинаковое абсолютно. Что же дальше? Как вы помните, у нас есть вторая Q7 бензиновая, которую мы тоже так и не завели. И мы, недолго думая, поехали опять в Подольск за второй Q7, чтобы пока оживлять ее. Дима объявил сначала примерно от 3 дней до недели. И самое интересное, что когда мы погрузили эту машину на эвакуатор и уже выезжали в сервис, звонит Дима и счастливым голосом: «Блин, все, завелась, да!» Я говорю: что сделал? Да, мне вот только что прошивку прислали, зашил, все работает, все ништяк. Я такой, мы все быстрее привозим эту машину, сбрасываем там этот Q7 в сервисе, бросаем все и скачем быстрее к Диме, забирать ту. Ну, сейчас нормально все заводится. И плюс 500 сил еще вдогонку, да? Лошадей сюда нашмалял. Точно добавил. Ништяк. Надо будет Лешу на Димы стенд отправить. Пускай, промеряется. Едет намного лучше, да? Она всегда так долго заводится, это я знаю.
Круиз работает вообще ништяк. Там 37-38 км в час. Все пишет как надо. Замечательно просто. Тут, правда, теперь все это надо собрать. Ну-ка, пальнем немного. Ну, охренеть. Это я чуть-чуть прижал совсем. Чуть-чуть прям. Не, ну она, конечно, вообще сумасшедшая, эта Audi теперь. Леша будет счастлив. Он уже счастлив. И по итогу мы получили, вот чтобы подбить итог, чтобы вы понимали, почему мы так долго времени, так много на нее потратили. А реально потрачено было огромное количество дней. То есть 3 дня я на нее потратил, и после этого еще 2-3 дня примерно потратил Дима, пока он ждал, заказывал прошивку и так далее. Так вот, вся сложность была именно в том, что если бы у нас была в наличии прошивка, я бы мог даже на эвакуаторе не гнать эту машину, я мог Диму попросить, он бы приехал в Подольск, и мы бы на месте ее перешили. Но вся беда заключалась в том, что у нас нет прошивки, а чтобы ее купить, надо отдать неплохо денег. И до последнего не, хоть и очевидно, но прям вот внутри что-то сопротивлялось. Может быть, дело не в этом. И поэтому шаг погрузить машину на эвакуатор, отдать там 3-4 тысячи за эвакуатор, это еще, кстати, с хорошей скидкой, по-свойски. Если бы мы везли ее просто так, то, наверное, там 5-6 бы вполне легко забрали бы с нее эвакуаторщики. Вот. Так что по-братски иметь эвакуатор, это тоже круто. В общем, и плюс отдавать деньги за прошивку, это действительно большая трата денег, ненужная, может быть ненужная. И поэтому, чтобы просто попробовать перепрошить, это слишком дорогая цена. Поэтому все было не так быстро, и поэтому это видео выходит гораздо позже, чем изначально запланировалось. То есть мы потратили огромное количество времени на одну машину и не могли себе позволить в это время заниматься другой. Поэтому вот такое вот очень-очень сложное оживление мертвеца. Хотя, когда по итогу разобрались, все оказалось очевидно. То есть, если вы хотите убить свою Q7, звоните Леше, он приедет, пропишет вам круиз, и она нахрен сдохнет. Блин, вот и встретились они очередной раз, эти Q7. И смотрите-ка, а я говорил, что это, скорее всего, живет позже, чем та. Нифига. Это еще только будем заниматься. Ну, а здесь, в принципе, все. Вот даже не знаю, какой вывод сделать. По сути, до оснастить любую машину не проблема. Просто вы всегда можете получить вот такой эффект, когда у вас станет раком какой-нибудь блок управления. Это электроника, такое здесь бывает. Не знаю, я, честно скажу, я очень рад от того, что нам не пришлось менять блоки управления и не пришлось вкладывать в это в твои абсолютно ненужные сотни тысяч рублей, именно ненужные вложения. Вот. И по итогу Audi жива, и более того, сейчас она зачипована и едет еще бодрее. Может быть, мы, конечно, сделаем тест. Сейчас остается только чуть-чуть еще дособрать салон, скинуть все ошибки, садаптировать G85 датчик. И, в принципе, все. Для вас, для всех сейчас это видео заканчивается. А так как день светло, я поеду ковыряться в этой Q7. И надеюсь, мы сегодня все-таки ее тоже оживим. Вы обязательно скоро увидите это видео. Как-то так. Всем пока.